Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «На престол взойдет царь». Что произойдет в России в 2024 году согласно пророчеству монаха Авеля? Всегда жили люди, которым было открыто намного больше, чем остальным. Их называют предсказателями, духовицами, святыми, юродивыми и даже учеными людьми. В жизнеописаниях этих людей то и дело всплывают пророчества о переменах мироустройства, которые начнутся именно в 21 веке. Они, собственно, уже идут. Один из таких прорицателей прошлых времен, монах Авель, назвал даже год – 2024. В этом году станет предельно ясно, что эти перемены настали, причем не только в России, но и в мире. Так что времени остается немного, нужно готовиться. Этот человек жил на рубеже 18 и 19 веков. Он был искренне верующим, но имел необычные способности, отчего и страдал на протяжении всей жизни. Авель не мог держать в тайне свои пророчества, хотя они приходились и не по душе власти. За каждое при жизни сбывшееся предсказание его отправляли в тюрьму. Василий Васильев, так звали этого монаха в миру, родился под Тулой в 1757 году в деревне, принадлежавшей помещику Льву Нарышкину. Крестьянская семья, помимо Василия, произвела на свет еще 8 детей. Все помогали родителям по хозяйству и рано пошли работать. Вася тоже освоил немного грамоту и плотницкое дело, а потом поехал на заработки. Сначала Херсон, потом Кременчуг. Нелегко приходилось некрепкому пареньку на чужой стороне. Однажды он сильно заболел и с трудом выкарабкался, после чего принял решение вернуться на родину и попросить у родителей разрешения пойти в монахи. Но большая семья нуждалась в рабочей силе, надо было зарабатывать, помогать деньгами братьям, сестрам и самим родителям. Ни о каком монашестве сына родители даже слышать не хотели. В 17 лет парню пришлось жениться, так было принято в то время. Ему нашли хорошую деревенскую девушку, сыграли простенькую свадьбу. Василий смирился и даже завел 3 детей. 10 лет он усердно работал, зарабатывая на пропитание своей семье и помогая родителям. Даже смог подкопить денег, чтобы в один прекрасный день откупиться от барина. В 1785 году Авель бросает свою семью. Пока все спят, ночью, тайком, он уходит в монастырь на Валааме, где через какое-то время принимает постриг в монахи. О его семье больше ничего не известно. Поступок, скажем, неблаговидный, однако Авель оправдывал его тем, что уже давно решил посвятить себя Богу, но ему не дали это сделать в то время. Авель стал жить на Валааме в посте и молитвах. Он мало общался с остальными монахами, практически всегда находился в одиночестве, и именно тогда стал видеть картины, которые говорили ему о будущем. Предание об Авеле гласит, что в монастырских книгах ему с помощью Бога удалось найти древнейший манускрипт, в котором были записаны послания о грядущем нашего мира. Авелю стало ясно, в чем его призвание. Он должен был предупреждать людей о будущем и о грядущих катастрофах. Он ушел из монастыря, став странником, и 9 лет провел в путешествии по миру, нигде надолго не задерживаясь. Но однажды Авель решил остаться в Николо-Бабаевском монастыре. Целью его было записать свои видения в книгу. Эта книга потом принесла монаху немало бед. Монаха самого его дар не радовал. Приступы, во время которых он видел картинки, угнетали. Он старался не выходить на людные места. Чаще всего останавливался в пустынных монастырях, где каждый монах был занят своим делом. Авель старался не сближаться с людьми. Наверное, он больше никогда не видел ни жену, ни детей, ни родителей. Многие вещи из своих видений Авель объяснить не мог, потому приходилось прибегать к иносказаниям и сравнениям, из-за чего его пророчества имеют разные расшифровки. Расскажем сначала о том, что из слов монаха Авеля уже сбылось. Итак, царствовать будет 40 лет. Эти слова об императрице Екатерине Великой Авель записал, будучи в Николо-Бабаевском монастыре. Вместе с указанием на срок царствования слова содержали и указания на смерть царицы. Эти записи монах показал настоятелю монастыря в 1796 году. Но настоятель поступил не так, как ожидал Авель. Он устроил скандал, назвав монаха богохульником. Авеля растригли и передали гражданским властям, а те посадили во строк. Весть о предсказателе, говорившем крамольные вещи, дошла до императрицы. Она приказала отправить Васильева в Петропавловскую крепость. По некоторым данным, сначала он оказался в Петропавловской, но должен был поехать в Шлиссельбургскую крепость. Однако 17 ноября 1796 Екатерина умерла.
Предсказание сбылось, но не совсем точно. Императрица правила 36 лет, с 1762 по 1796 годы. «Коротко будет царствование твое, вижу лютый конец твой. От неверных слуг мучительную кончину примешь, просидев на троне 4 года, 4 месяца и 4 дня». Видение, которое предсказал Авель, считается пророчеством о царствовании Павла I. Это царь, который долго ждал, когда Екатерина, его мать, уступит ему права на престол. Но сам пробыл на троне всего 4 года, с ноября 1796 по март 1801. Новый генерал-прокурор, перечитывая бумаги Синода, нашел рукописи Авеля. Было приказано доставить Растригу в столицу на аудиенцию императора. Павел, который все делал наперекор получившей матери, простил Авеля, поменял приговор и отправил в Кострому. Но там монах снова стал строчить предсказания уже о Павле. И снова его записи в 1800 году увидел один из монахов, доложив куда следует. Авель опять попал в Петропавловскую крепость и оставался там до гибели императора от рук заговорщиков. Француз Москву при нем спалит, а он у них Париж заберет. А сам благословенным наречется, невмоготу ему будет скорбь тайная, и подвиг царского служения заменит подвигом поста и молитвы. Способности монаха пугали, потому его отправили на далекие Соловецкие острова. Там Авель продолжает записывать пророчества о том, что начнется война с Наполеоном, состоится Бородинская битва и сгорит Москва. Император Александр I, прослышав про эти пророчества, приказал отправить пророка во внутреннюю тюрьму монастыря, где Авель провел 10 лет. Но после того, как предсказанное сбылось, император после личной встречи отпустил монаха на свободу. Более того, Авель получает по милости царя документы, деньги, одежду и все необходимое. Он остается в Петербурге, где на консультации к провидцу приходит высшая знать империи. В эти годы монах смог совершить паломничество в Афон и в Иерусалим. Начало правления Николая дракой, бунтом вольтерьянским начнется. Это слова, сказанные в 1826 году о будущем императора Николая I. Царь приказал поймать Авеля, который недавно вернулся в родные края и жил в Высоцком монастыре Серпухова. Его отправили в Спасо-Евмеевом монастыре города Суздаля, где Авель еще прожил больше 10 лет в заточении и умер в 1841 году. Будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту. На венец терновый сменит корону царскую. Война будет, великая война, мировая, а накануне победы рухнет трон царский, власть безбожная будет бичевать Россию. По легенде, рукопись с предсказаниями монаха Авеля о будущем России и династии Романовых вдова Павла I запечатала в специальный ларец и спрятала его в Гатчине. Было и указание относительно этого ларца, чтобы вскрыть и прочитать пророчество через 100 лет. Говорили, 12 марта 1901 года Николай II и императрица прибыли в Гатчину именно за тем, чтобы раскрыть вековую тайну. Туда они ехали веселые, а обратно Николай вернулся в раздумьях и в печали. Эта рукопись не дошла до наших дней, информация о ней есть только в пересказах. Потом Николай II и стал называть 1918 год роковым для себя. Авель говорил, что из царской семьи спасется одна дочь, которую он назвал «воскресшая». В переводе с греческого языка Анастасия значит «воскрешенная». И действительно, много лет считали, что именно Анастасия смогла выжить в ночь расстрела, но так и не было найдено подтверждений или опровержений этой легенде. По слухам, Авель записал целую книгу о том, что случится с Россией в 20 веке. Мы эти предсказания здесь подробно передавать не станем. Скажем лишь, что этот сборник хранился сначала царскими жандармами, а потом и советскими спецслужбами. Возможно, его и показывали Николаю II. В нем описывались революция, правление Ленина, Великая Отечественная война, даже распад СССР и правление Ельцина, которое довело страну до полного разорения. Принесет великан на плечах наполовину лысого, наполовину волосатого. Он долго останется неизвестным, а потом станет исполнять роль слуги. Дважды сменит внешность. Будут 2 войны на Прометеевых горах. Там появится полумесяц и 3-я Таврическая война. Разорванная Таврида будет кровоточить. Борис Ельцин был большого роста, и он привел к власти Путина, которого можно назвать наполовину волосатым. Но по тексту этот человек родом с юга, может, это Горбачев все-таки, а Путин родился в Петербурге. Поэтому все-таки в этом пророчестве речь не о Путине. К тому же дальше есть более точные указания.
Если Прометеевы горы – это Чечня, 2 чеченские кампании, Таврическая война – это война за Крым. Но почему третья? Ведь уже во времена Авеля было 9 русско-турецких войн, где одним из камней преткновения был полуостров Таврида. И потом посадят на престол несмышленого юношу. Но вскоре его вместе со свитой объявят самозванцами и прогонят. После смерти наполовину волосатого какой-то самозванец станет правителем, но ненадолго. Далее монах перечисляет 10 царей, которые будут во главе государства. И придут самые страшные для Руси 10 царей на час, 30 тиранов на час. Человек со шлемом и забралом не раскрывает своего лица, безликий меченосец, закованный в кольчугу, проливающий кровь. То есть все эти правители России будут меняться очень быстро. Понять, кого имеет в виду монах Авель, трудно. Возможно, здесь речь идет не о будущем, а о прошлом, так как 10 царей – это те, кто правил СССР и Россией, начиная от Владимира Ленина и заканчивая Владимиром Путиным. Интересно, что были у Авеля пророчества, которые касаются конкретно 2024 года. Запись сделана не в книге, а на картине монаха Лазаря, изображавшей смерть Николая II. 5263 взыди на престол, и Маша родивый, благословенный по войне, зело пристрашней. Что означает эта цифра? Дело в том, что 2024 год по одному из старых летоисчислений соответствует цифре 5263. Авель указал, что в 2024 году Россией станет править царь, рожденный после какой-то страшной войны. Вероятнее всего имеется в виду Великая Отечественная. То есть он должен появиться на свет примерно в 1945-1955 годах. Под эту цифру вполне подходит нынешний президент Российской Федерации 1952 года рождения. Новый правитель будет или царского рода, или же наша страна станет монархической, и срок правления не ограничит определенным временем. Кстати, очередные выборы президента нашей страны состоятся в 2024 году. Пророк не говорил о том, как будут величать будущего правителя, но есть кое-какое указание. Величие страны вернет человек, чье имя трижды прогремело в истории России. Похоже, речь о том человеке, имя которого в истории великих дел России встречалось уже 3 раза. Может быть, Александр, было 3 императора с таким именем, или Петр, тоже было 3. Но есть вероятность, что это имя Владимир. Были князь Владимир, Владимир Ленин и теперь вот Владимир Путин. Но тумана в этих пророчествах очень много, потому их могут трактовать в совершенно противоположных значениях. А вот следующие предсказания, скорее всего, относятся к событиям конца 21 или начала 22 века. Когда страшная гибель будет грозить всем, придет он, стремительный государь, великий всадник, недолго правящий великий гончар. Будет он душой и помыслами чист и обрушит меч свой на разбойников и воров. Ни один не избежит расправы или позора. Это тот идеальный правитель, который за короткое время наведет порядок в мире. Но неясно, где он будет править, в России или во всем мире. Гончар изгонит из правительства людей, из-за которых и были те беспорядки. 5 бояр, близких к царю, будут преданы суду. Первый боярин – судья. Второй боярин бежит за границу и будет там пойман. Третий будет воевода. 4-м будет рыжий. 5-го боярина найдут мертвым в своей постели. Гончар преобразует Россию. Начнется великое обновление. На Руси будет великая радость. Возвращение короны и принятие под корону большого древа. 3 ветви древа сольются воедино после бегства Бесовского. Великой станет Россия, сбросившая иго безбожное, и процарствует 1050 годов, и будет в то время от Адама 8400 годов. А потом мертвые восстанут и живые обновятся, и будет всем решение и всем разделение. То есть во время правления Гончара все наладится, и люди будут 1050 лет жить в счастье и в довольстве. В этом пророчестве все ясно. Авель называет 2892 год концом света. Просто есть несколько версий, какой именно идет год от сотворения мира. Если придерживаться основного, то сейчас мы живем примерно в 7531 году от Рождества Адама. Значит, последний день человечества будет в 2892, или же это просто переход на новую, более совершенную стадию бытия. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.